Всем привет! Сегодня будет одна из ваших любимых рубрик, в которой мы будем повторять уличную еду со всего мира. Я подготовил для вас много всего интересного, поехали! Первое на сегодня — это кукуруза в мексиканском стиле. Вареную кукурузу насаживают на палочку, обмазывают специальным майонезом, обваливают все это в сыре, посыпают красным перцем, а иногда еще и черным, и добавляют острый соус. Получается вот такая необычная острая кукуруза. Давайте все это повторим. Чистим початки кукурузы. И бросаем их в воду. Ставим все это на печку и варим под крышкой на среднем огне 2 часа. А пока берем банку оливок, открываем ее и достаем оливки. Раздавливаем их ножом, чтобы они не укатывались. И нарезаем очень-очень мелко. Сбрасываем все это в пиалку. Открываем майонез. Заливаем сверху. Отрезаем немного кинзы. Сминаем ее рукой и нарезаем очень мелко. Отправляем к майонезу. Сверху сухой чеснок. Соль и перемешиваем. Мы купили вот такой уже натертый сыр. Высыпаем его в плоскую тарелку. Кукуруза уже сварилась, поэтому берем один качан и насаживаем его на палочку для суши. Готово. Сначала смазываем его мягким сливочным маслом. Немного присаливаем. Затем смазываем наше майонезно-оливковым соусом. Обваливаем в сыре. И сверху посыпаем острым красным перцем. Давайте пробовать. Это невероятно вкусно. Остренькая кукуруза с небольшим привкусом оливок, майонеза и кинзы. Ну и конечно же сыр. Просто идеальное сочетание. Пока сезон, обязательно приготовьте кукурузу таким способом. Следующее — это ресторан в Бангкоке, в котором подают просто мега сладкие бомбы. А это такая ваза с кучей разных начинок. Там и мороженое, и взбитые сливки, и вафли, в общем просто объедение. Вот такой десерт мы решили повторить. Обойдя 10 зоомагазинов, мы нашли огромный бокал-аквариум. Раза в 2 больше, чем в том ресторане. Он у нас на 18 литров. Вероятно, нижние 2 слоя — это желе. С него и начнем. Нам нужно 4 литра молока. Открываем бутылки. И переливаем молоко в кастрюлю. Ставим на плиту и всыпаем сахар. Для желирования будем использовать не желатин, а агар-агар. Он лучше, потому что желе из него застывает даже при комнатной температуре. Открываем его и 8 10-граммовых пачек высыпаем. Также немного розового красителя. И перемешиваем. Молоко должно прокипеть минуты 2, и весь агар-агар в нем растворится. Снимаем все это с огня и даем остыть. Чтобы было быстрее, остудим с помощью миксера. Все, можно заливать первый слой. Для этого ставим огромную воронку. И заливаем. Ставим бокал в холодильник, чтобы желе быстрее схватилось. Второй слой желе у нас будет из гранатового сока. Открываем один пакет. И выливаем в миску чуть больше половины. Ставим на огонь. И всыпаем агар-агар. Мы всыпали чуть больше нормы, написанной на упаковке, чтобы все загустело очень хорошо. И вот в эту густую массу вливаем оставшиеся 1,5 бутылки сока. И перемешиваем. Достав бокал из холодильника, стало ясно, что мы сделали что-то не так. Желе не застывает. Поэтому переливаем обратно в кастрюлю. А гранатовое желе у нас будет первым слоем. Молоко мы просто прокипятили еще раз, чтобы весь агар-агар полностью растворился. И заливаем его сверху. Через 5 часов все идеально застыло. Следующее, что мы сделаем, это фруктовое мороженое. Для этого берем большую миску, жирные сливки 3 литра и 2 бутылки сгущенки. Открываем сливки.
В миску вливаем 400 мл. И начинаем взбивать. Как только первая порция густеет, добавляем еще. Чтобы было быстрее, мы поставили взбивать сливки еще одним миксером. Когда сливки взбиты, открываем сгущенку и выливаем ее сверху. Она нужна нам для сладости. Открываем малину и всю пачку пересыпаем в чашу. Погружным блендером измельчаем малину. Отправляем все это к сливкам. Перемешиваем еще раз. И мороженое почти готово, осталось только заморозить. Делать мы это будем в вот таком большом контейнере. Переливаем в него наше будущее мороженое. Накрываем крышкой. И в морозилку, пусть оно застывает. Берем 3 яйца. И разбиваем их в миску. Сверху сахар. 150 грамм масла. Чайная ложка разрыхлителя. И вот такой ванильный экстракт. Перемешиваем миксером. Остается добавить муку. Перемешать еще раз. И у нас получается тесто для вафель. Отправляем его в вафельницу. Накрываем. И через 1,5 минуты можно открывать. Вафли готовы. Сверху на десерт идут взбитые сливки. Магазинные бы сразу осели, поэтому взбивать мы их будем сами. У нас 3 литра 36% сливок. Вливаем частями в миксер, который взбивает сам. Он это сделает равномернее, чем мы, держа миксер в руках. Подсыпаем сахарную пудру и включаем. Буквально через минуту вытряхиваем густые взбитые сливки в большую миску. И так взбиваем все оставшиеся. В эту густую массу остается только ввести 400 грамм мягкого сливочного масла. Готово. Сразу перекладываем наши взбитые сливки в кулинарный мешок. Продолжаем собирать нашу мега сладкую бомбу. Нужна клубника. Отрываем хвостик. И ножом напополам. Прикладываем половинки клубники изнутри бокала. И так пока не сделаем весь круг. В оригинале внутри какая-то хлебная мякоть. Я решил заменить ее на маршмеллоу. Открываем их. И засыпаем. Рукой разравниваем. Мороженое уже застыло. Поэтому с помощью специальной ложки делаем шарики. И сбрасываем их на маршмеллоу. Теперь вафли. Подпираем их изнутри мороженым. Также я купил батончики Марс и Сникерс. Разрезаем их пополам. И выкладываем между вафель. Продолжаем строить башню из мороженого. Остается заполнить все взбитыми сливками. Также берем вот такие конфеты-карандаши. И сверху вставляем 3 пучка. И 4 клубники сверху. Все, наконец-то наш мега-десерт готов. Не знаю, как они в том ресторане так все быстро собирают. Мы с этим десертом возились 2 дня. По-моему, получилось очень красиво. А по вкусу, во-первых, это очень сладко. И рассчитано человек на 10. Потому что калорий здесь просто немерено. На 3-й день мы добрались до желе. И оно просто очень вкусное. Переходим к последнему на сегодня виду уличной еды. В Украине придумали подавать супы не как обычно в тарелке, а в вот таком стакане из теста. В принципе, суп может быть любым. Главное то, как он подается. С тестом можно не запариваться, а взять обычное слоеное из магазина. Из этого теста мы скатали шарик.
В оригинале они делают хлебные стаканы с помощью пресса. Мы попытались сделать что-то похожее. Пшикаем маслом сначала на чашу для блендера, а также на бутылку из-под вина, чтобы использовать ее как пресс. Бросаем шарик теста и сверху давим бутылкой из-под вина. И ничего не получается. Получилось только тогда, когда я распределил тесто по стенкам обычной кружки. И сверху придавливаем стаканом. Подворачиваем края. И отправляем все это в духовку минут на 25. После чего можно доставать наш стакан из теста. Конечно, он не получился таким ровным, как в оригинале, а больше сверху напоминает цветок. Теперь сделаем сливочный суп с морепродуктами. Сначала морковку нарезаем на пластинки. И соломкой. Лук пополам. И полукольцами. Сельдерей на полоски. И мелким кубиком. Таким же способом нарезаем болгарский перец. Ставим сковородку на огонь. Добавляем оливковое масло. Все овощи отправляем на сковородку. Просто чтобы они немного посветлели. Теперь бросаем вот такой набор морепродуктов. Прогреваем их. А вот теперь нужно сухое белое вино. Открываем его. И заливаем сверху. Под действием температуры весь алкоголь испарится. Ждем пару минут и заливаем сливки. Перемешиваем. И можно выключать. В сотейник бросаем вот такой куриный кубик. И заливаем водой. Доводим до кипения, что получился бульон. После чего вливаем в него все содержимое сковородки. И суп почти готов. Добавляем орегано. И соль. Наполняем наш стакан готовым супом. И в принципе получается удобно. Можно есть суп прямо на ходу. Отламывать края стакана и кушать их вместо хлеба. А если вы хотите продолжение этой рубрики, то просто ставьте лайки. 320 тысяч лайков и мы делаем новый ролик. Также пишите в комментариях, за сколько бы вы съели этот огромный десерт. Всем пока!